и быстро убить свою добычу. Для обычного человека будет тяжело одолеть волка в схватке, если не сказать больше. Практически нет шансов. Ну а если это будет не один волк, а 2 или 3, то вы, как понимаете, вам уже ничего не поможет. Несмотря на все это, стоит ли опасаться волков и действительно ли они нападают на людей? Мы переведем отрывок из статьи, первоначально опубликованной в весеннем выпуске журнала International Wolf за 1998 год, автором которой является эксперт по волкам Дэвид Мэтч, проживший 12 лет в стае диких волков в далекой Арктике, всего в 600 милях от Северного полюса. Он пишет: «Каждую ночь в течение тех лет, в то время как я спал, только тонкий нейлон моей палатки отделял меня от волков. Часто взрослые волки выли и лаяли, а их щенки скулили в нескольких шагах от моей головы, прерывая мой сон. Даже когда я был вне своей палатки, или когда нездоровый интерес моих компаньонов заставлял приближаться ко мне, я бил их тростью, вынуждая убраться прочь. Это не считая разы, когда я замечал их бегающими возле недавно вывешенных моих трусов, которые повесил в тундре, чтобы они высохли. В целом я работал и жил приблизительно 16 арктическими волками, и ни один из них никогда не заставлял меня чувствовать страх по отношению к ним. Один из них, в то время, когда я спал, выработал привычку располагаться вне моей палатки, как собака. Одна волчица позволяла мне сидеть среди ее щенков и делать заметки, в то время как она спокойно выла на расстоянии всего нескольких футов. Другие однажды просунули свои голову в мою палатку и вытащили мой спальный мешок. К счастью, я увидел это издалека и смог заставить их бросить мешок сильным криком. Тем не менее, это были те же самые волки, которых я видел, как они охотятся на взрослого овцебыка и разрывают его на части. Их челюсти достаточно сильны, чтобы взломать кость на ноге овцебыка 3 дюйма шириной. На юге родственники этих волков способны вскрыть череп взрослого американского лося. Ясно, что волки могут легко убить человека, если бы они этого пожелали. Все же, по крайней мере, до недавнего времени, никто никогда не находил мертвого, без вести пропавшего человека, которого съели или даже серьезно ранили волки, не зараженные бешенством, в течение многих миллионов дней посещения наших национальных парков, лесов и других глухих областей, где проживают они. 2 интересных столкновения человека с волком в северо-восточной Миннесоте показывают способы взаимодействия между волками с серьезно ранеными людьми. В первом инциденте был лесоруб, который заметил, что поблизости 2 волка напали на оленя. Лесоруб подобрал свою собаку, которая была чрезвычайно напугана нападением на оленя. Один из волков направился к человеку и собаке и проделал своим зубом нижней челюсти 6-дюймовую глубокую рану на пестрой черно-красной шерстяной рубашке лесоруба. Поскольку волк пытался сорвать одежду с лесоруба своими широко открытыми челюстями, лесоруб сделал все правильно. Он прижал его горлом вниз. «Это не я, волк напал», — сказал мне лесоруб. Он пытался схватить собаку, которая просто оказалась в моих руках. Второй инцидент в Миннесоте произошел с участием 19-летнего охотника, которому волк своими когтями оставил длинную царапину на теле. Парень во время метели, будучи в снегоступах на болоте к северу от Дулута, охотился на зайцев. Он был одет в свой любимый жакет из убитого оленя, который, по всей видимости, все еще истощал запах животного. Внезапно волк напал на него сзади и повалил на спину. Как только волк прижал его к земле, удивленному охотнику удалось выстрелить из своей винтовки. По-моему, волк пришел в себя и сбежал, оставив охотника с длинной царапиной. Ошибочная идентификация? Возможно, но если бы волк намеревался убить охотника, то он, возможно, сделал бы это очень легко. Почему волки не убивают, а ранят людей в лесах Северной Америки, в парках и диких местностях? На этот нелегкий вопрос трудно ответить. Верно то, что обычно волки очень боятся людей. Этот страх, вероятно, появился из-за того, что волки давно преследуются людьми. Таким образом, редкое и известное событие, когда кто-то разыскивает волка в дикой местности, говорит только об одном – человек это делает сознательно. Однако существует несколько мест, где волки потеряли свою застенчивость к людям или, возможно, никогда не развивали ее. Примером тому может послужить далекая Арктика. Что вынуждает этих волков, которые потеряли свой страх к людям, нападать на людей? Ответ может заключаться в том, что люди стоят вертикально на 2 ногах.
Никакая добыча волка не делает так. Кроме того, медведи иногда становятся вертикально на свои задние ноги, и обычно волки пытаются избежать их. Другое объяснение заключается в том, что волки давно научились избегать людей. Те волки, которые не извлекли этот урок, были уничтожены. Автор статьи также приводит свои мысли о нападениях волков в Индии и Узбекистане, всевозможные нашумевшие истории с нападениями, которые были освещены в СМИ. Мы их опустим, а тем, кому интересно почитать всю статью, ссылку вы найдете в описании. Ну а теперь перейдем к последним нападениям на людей. Первый случай интересен тем, что он был заснят на видео, и вполне можно объяснить причину нападения волка. Также вы можете увидеть, насколько настырным и злобным бывает волк, но от его рычания может застыть кровь в жилах. Это произошло в 1996 году в Швеции, когда группа военных кинологов в рамках учебного визита прибыла в Кальмандерский зоопарк, чтобы вживую поконтактировать с волками. Сначала волки вели себя достаточно дружелюбно и общительно. Один из них даже позволял солдату приласкать себя. Но именно тогда и меняется настроение у волка. Животное кусает мужчину за куртку и отказывается отпускать. Женщина, смотритель зоопарка, прерывает этот акт, взяв на себя всю тяжесть плохого настроения волка. Хотя сначала нам может показаться, что волк решил поиграть, но это не совсем так. Он действительно рассвирепел и решился на нападение. Женщина настойчиво отбивается от волка, несколько раз пинает его в живот. Она вынуждена бороться с агрессивным животным, которое встает на задние ноги, после чего волк в конечном счете сдается. Как потом выяснилось, интерес волка привлекли сладости, которые солдат держал в кармане и принес волкам. По всей видимости, волк не стал дожидаться, пока его угостят, а сам решил угоститься. Если бы не смотритель, то это могло бы закончиться травмой. Второй случай произошел на охоте на волка 4 февраля 2018 года в заснеженных равнинах Казахстана. Охотники выследили и подстрелили волка. Они думали, что убили его. Но когда один из них подошел к нему и пнул, тот ожил и погнался за мужчиной. Ему удалось повалить его и даже укусить за ногу. В этот момент мужчина кричит от страха, а его приятели, которые стояли рядом с оружием, весело смеются и ищут момент, чтобы выстрелить волка. По данным местным СМИ, нападение длилось всего несколько секунд. После инцидента волк вскоре умер. В Казахстане охота на волков разрешена практически круглогодично. Для этого есть несколько причин, и главная из них связана с тем, что волки забивают домашний скот. Охота на волков поощряется властями, и даже за шкуру убитого волка или волчонка выплачивают денежное вознаграждение. Под этим видео, которое было выложено в Инстаграме, было оставлено множество гневных комментариев. Большинство комментаторов желали смерти охотников, чтобы их съели волк и так далее. Если вы живете в Израиле или хотели туда съездить, то советуем вам почитать статьи, в которой вы можете ознакомиться с проблемой нападения волков на детей в этой стране и почему они это делают. Ссылка также в описании. Каков же итог? Волки – это большие плотоядные животные. Как медведи, пумы и домашние собаки, они должны быть расценены как потенциально опасные животные. Это не означает, что волки должны рассматриваться с нездоровым страхом, или что мы должны возвратиться к дням, когда волки рассматривались как демоны. Это всего лишь означает, что мы должны смотреть на волков тем же здоровым уважением, как на любое потенциально опасное животное. На этом все о волках. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Всем пока!